Рада видеть вас на своем канале и в своем саду. Думаю, в ноябре все мы ходим по участку и смотрим, где что пересадить, как расположить. Самое то время. Так вот, сегодняшнее видео будет и полезное, и красивое. Парадная клумба в моем саду. Вы увидите архивные видео до и после, как это было у нас на участке. Почему я убрала отсюда лилии, я расскажу. И кому понравится, можете взять на заметку себе и повторить или немножко изменить. Хочу рассказать вам про вот эту маленькую круглую клумбу, которая расположена прямо у выхода или у входа в дом или из дома, напротив крыльца. Маленькую, потому что у нас еще есть очень большая круглая, на которой в будущем будет газон, окруженная розами. Ее я опишу, наверное, на следующий год. Про то, что я хочу именно круглую клумбу, которую буду смотреть и разглядывать по утрам при выходе из дома, я знала с самого начала. Просто знала и все. Гремим это, мы там режем арматуру для укрытия роз. Вот это маленькая круглая клумба. Она всесезонная. Круглая она была не изначально. Я вам найду из инстаграма фотографии, если покажу. Один сезон она была квадратной. Я почему-то решила, что хочу квадратную. Побыла с ней один сезон. Отделена она была просто пластиковым бордюром. Сейчас мы уже, это тоже промежуточный этап, бордюром таким закруглением, из которого делается. Позже тут будет брусчатка тоже. План участка я чертила заранее. И тут изначально планировалась эта круглая клумба по центру. Ее диаметр я уже по факту определила, когда повыводила бордюры по краям. То, что она будет всесезонная, я решила сразу. На первый год я взяла и насадила сюда бархатцев. Скупила в магазине все, что можно и нельзя. И высокие, и низкие, и всех цветов и оттенков. И у меня тут такой винегрет был, что я их в начале августа взяла все и убрала. Не могла даже смотреть, как они доцветут. Семена, кстати, до сих пор где-то в пакетах лежат. Тех семян горы получилось. Тех бархатцев. И, значит, решила, что хочу, чтобы зимой тут был тоже непростой черный круг, а что-то радовало мне глаз. И посмотрела в интернете на Пинтересте фотографии, как я выбирала. Смотрела хвойные клумбы. И за что зацепился взгляд у меня, разглядывала дольше. То есть просто перебирала картинки с хвойными клумбами. И пришла к выводу, что важен ритм в посадке растений. То есть повторение одних и тех же в ритме определенном. Вариант летней клумбы я вам чуть позже в видео покажу. Летний это был конец августа. Я розу описывала и немножко захватила видео. А сейчас расскажу вариант, какой у нас зимой, осенью и весной. Вот такой вариант у нас в зимнее время. Тут посажены шаровидные туи. Выбирала я по принципу размер до метра. Но все шарики можно формировать. Обычно 2-3 раза за сезон выстригается шар.
Значит, тут посажены 4 шаровидные, по-моему, даже даники. Темно-зеленые вот эти. И салатово-лимонного цвета. Не помню, ли Golden Globe или что. Как-то я не подготовилась. Не помню, но у меня есть Мириам. Дальше посажена туя шаровидная. Можно ее сюда применить, если вы захотите повторить эту клумбу. Между ними посажено 8 можжевельников Gold Coast. Очень яркий, солнечный, красивый можжевельник, который в дальнейшем, наверное, я буду формировать в виде, может быть, лилий или каких-то лепестков, чтобы они мне не в центр сходились своими ветвями, а спускались сюда на площадку из брусчатки. Сейчас им 2 года. Покупала я их малюсенькими вот такими веточками. Я сейчас найду видео, у меня есть, когда я горшки с этими привезенными из питомника можжевельниками расставляла. Я вначале на бумаге так прикинула, как я хочу. Я выбирала в питомнике растения, соответственно. И потом приехала, я по диаметру клумбы не знала. Тут 4 метра сейчас ее диаметр. Но все зависит от вашей площадки. Имейте в виду, что сильно близко сажать их, конечно же, нельзя. Может быть, если у вас меньше места для круглой клумбы, 3 к 3 можжевельники, и между ними 6 шаровидные туи, а потом 6 можжевельников между ними. Зависит от того, что вы хотите. Следующая задача была украсить эту клумбу в летнее время, чтобы она была настолько же привлекательна и в весеннее. Тут у нас сидят тюльпаны. То есть в первые месяцы весны эта клумба у нас украшена тюльпанами. Не знаю, есть ли у меня видео. Тюльпаны самые обычные, какие я купила у бабушек. У нас тогда все деньги на стройку, да и сейчас уходили. Поэтому просто была задача посадить тюльпаны, чтобы радовали в апреле нас цветами. То есть можно представить, что тут весной тюльпанная круглая клумба. Вот эти розы не видны, палочки. Розы и не были видны, потому что я их посадила только вот весной. Только весной это посадки роз. Сейчас покажу вам, что было летом тут и что посажено. Значит, подбирая розы, вы можете, если вы планируете по центру, розы вообще требуют ухода. Можно посадить сюда какие-то малоуходные многолетние цветы, какие вам нравятся. Но мне нравятся розы. С ними мороки, конечно, но выглядит все очень даже празднично, нарядно, как настоящая парадная клумба получается. Розы посажены 5 штук Жанна Моро. У меня есть ее обзоры. Как раз я сейчас возьму кусочки видео с ее обзора сюда, покажу вам. А по центру 3 штуки Wedding Bells. Роза. Обзора ее не было у меня.
не успела я сделать. Но я вам фотографию просто ее покажу. Жанна Моро — это белая роза. Wedding Bells такая перламутрово-розовая. Все чайно-гибридные, и у них одинаковая форма бутона. Смотрится очень хорошо. Единственное, что небольшая разница в цветении. Вначале зацветает Жанна Моро, а потом Wedding Bells. Ну, не знаю, как я дальше буду. Может быть, это только в этом году было. А по центру, вот буквально неделю назад я пересадила. У меня была шикарная чайно-гибридная роза. Она даже парковая, очень высокая. 1,80 м. Она у меня в другом месте росла. Тоже большой розовый бутон. Бирку я выбросила. Была куплена она в самый первый год и росла в другом месте. Я думаю, она будет как вишенка на торте тут. Все это украшать мне в следующем году. Покажу вам. Значит, туи посажены 50-45 сантиметров от края. Из расчета, что они разрастутся. А можжевельники, как видно, видите, немножко вперед. Я хотела, чтобы они свешивали свои лапки. И у нас такой красивый эффект получался. Ну, еще, думаю, года 2. А может, в следующем году уже начну их формировать. Эти лепестки сюда. Значит, что еще хотела сказать, что между ними я еще сажаю однолетники. В этом году выбрала, были у меня петунии белые, и пару розовых попалось. Не цвели, я их посадила сюда, они розовые. Я уже их не стала и переделывать. И алисиум. Про алисиум очень нравится мне это бордюрное растение. Тоже есть у меня видео, покажу. На следующий год уже закупила семена. Петунии, опять же, белые, низкорослые. Не знаю, будут ли они тут, или я их посажу по кругу большой клумбы. И петуньи тоже низкорослые, цвета темно-вишневые, почти как черный мока, по-моему, цвет называется. Темные-темные, самые темные, что я нашла. Розы белые с розовым. Но я хочу в фотошопе попробовать сделать, какая сюда будет красивее петуния. Но в этом году ошибку не допущу. Посажу только напротив шаровидных туй. В прошлом году я насажала их сюда 30 кустов. Они мне все можжевельники завалили. Если вы про розу Жанна Моро или где-то я рассказывала. Убираем петунии с круглой клумбы. Я их убрала даже раньше срока. Настолько разрослись, я не знаю. Петуньи то ли удобрением много попадало, то ли что. В общем, огромные кусты повырастали. И так много я их сюда насажала. Надо быть поаккуратней. Без фанатизма. В общем, сажаю растения без фанатизма. Сейчас найду, покажу вам видео. Летние. Как была фотография этой клумбы, какая она была, когда горшочки расставляла. Тут ничего вообще не было посреди поля. Крыльцо мы только залили. И я прям вот думаю, напротив крыльца шагами отмерила, где примерно, что примерно. Ну, вот так все получилось. Может быть, кто-то возьмет это видео себе за идею. Розы, я говорю, можно сажать, можно нет. Тут от того, какой у вас сад. Малоуходный. Или вы любите повозиться на клумбах, как я, фанатик прямо. Нечего делать в свободное время, иду и с розами. Удобряю, от болезни опрыскиваю, мульчирую. В общем, есть чем заняться все лето, всю весну, половину осени. Ну, оно того стоит, розы. Розы — это королева цветов, вообще роза. Ну все, думаю, мое видео было вам полезное.
Буду делать еще обзоры других своих клумб. И вам показывать, рассказывать. Будем следить, как я из этого можжевельника сделаю лапки. Или лепестки какие-то, лилии. Кстати, этим летом под самому центру росло 5 лилий у меня. Ярко-розовых, красивых, но я их убрала. Знаете почему? Потому что они цвели одновременно с розами и совершенно не притягивали внимания. Розы перекрыли, забрали на себя весь цвет. Поняла, что допустила ошибку, хотя лилии шикарные. Азиатские, я покажу их. Будут, я их пересадила в другое место. Уже большие луковицы такие были. Нельзя сильно много миксовать растений. Хотя лилии с розами хорошо совмещаются, но период их цветения совпал. Лилии и розы цвели одновременно. Так что вот так. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал.